Всем привет! У меня сегодня неожиданный мастер-класс, в котором я хочу показать, как шить защитные повязки. Одна у меня будет красненькая, она с двух сторон по сути одинаковая, с резиночкой, с строченным верхом. Ткань у меня не очень натуральная, ну скажем так, какая была, потому что моему ребенку 11 лет, и она категорически не хочет носить обычные. Вот. Будет фото в этих масках с ребенком прилагается. Резиночки на ушке. И вторая маска будет. Это чуть-чуть другой вариант. Она будет двойная. Внутри стоит фильтр со спанбоба. Вот он, правда, почему-то не очень идеально ложится. Но, тем не менее, он тут есть. Его можно доставать и менять. Вот он такой. Вот, выкройка почти одинаковая, единственное, что на второй вариант дочка захотела чуть увеличить, но первый вариант все-таки подходит больше, потому что они более маленькие, они лучше защищают и лучше прилегают. Здесь уже хлопковая ткань, все стирается, все меняется. Итак, я начинаю с построения выкройки. Сейчас я спрячу, как положено, в эту выкройку. Построение выкройки общей для этих масок. Ссылку на оригинальные мастер-классы я брошу, которые изначально я пользовалась как помощниками. Но, тем не менее, я сделала свои варианты, более, я думаю, простые, более доступные для пошива здесь, нами, в Украине или России. Ну, в общем, учитывая сложившийся карантин, ну, я решила, что необходимы меры безопасности. Может быть, они и не спасут от чего-то, но, тем не менее, дадут мне личное спокойствие, что да, можно вот одеть ребенку маску и куда-то пойти, если будет какая-то необходимость. Поэтому я начинаю свой мастер-класс. Для меня такое видео первое, поэтому не судите строго. Надеюсь, что будет понятно и доступно, потому что постаралась дать то, что не дали в предыдущих мастер-классах, которыми опять-таки я пользовалась. Я швейник, я разобралась, но, скажем так, были моменты, что мне было недостаточно информации, поэтому, надеюсь, мой мастер-класс станет для вас более полезным, чем предыдущие, и вы сможете обезопасить себя и своих близких в наше время. Построена уже наша лекала, я очень увеличила. Я брала с одного видео эту выкройку, я внизу оставлю ссылочку автора по поводу формы. Низ, вверх, как хотите делайте, можно вверху добавить, можно внизу, тут смотрите по своему желанию. По цифрам, те цифры, которые здесь написаны, это для взрослой маски. Я оставлю ссылку автора в этой выкройке, там есть размеры и для деток. Если кому нужно, интересно, они чуть меньше. Но так как есть авторское право, я очень нежно и трепетно к этому отношусь, поэтому оставляю видео автора. И, соответственно, там уже более детально и подробно посмотрите, как изначально эта выкройка строится на детей. Ну, там она просто есть с замерами. То есть я хочу, чтобы автор все-таки знал, что я не просто так его начинание использую, а сознательно. То есть авторство я знаю чье, и человек эту выкройку разработал, дал цифры, и, пожалуйста, пользуемся. Что теперь делаю я? Я сейчас эту взрослую выкройку переведу. Единственное, я не помню, она с припусками или нет. Я думаю, что я припуски все равно сделаю 0,5-0,7.
И сейчас эту выкройку без припусков я вырезаю и буду кроить красная у меня первый вариант. То есть я хочу сделать 3 вариации на тему, какие бывают маски, да, потому что ну, начало вы уже все слышали, поэтому я продолжу. Итак, вырезали 2 детали из основной. Вот мы построили, да, с миллиметровки. Я добавила 2,5 сантиметра и развела подетально. У нас внутренняя часть будет поменьше, они уже с припусками. И их будет 2 детали, правая и левая. Соответственно, будет верхняя часть, тоже 2 детали, но мы добавляем 2,5 сантиметра для того, чтобы потом сделать вот такой подворот и закрыть ну, хвостики. То есть у нас будут хвостики, я так понимаю, под резинку. Вот, продолжаем. Сейчас я вырезаю эти детали из ткани. Ткань я беру пока что красненькую. Вот такая у меня красная ткань будет. Я сейчас вырежу эти детали с нее и продолжу вместе с вами. Сейчас переношу пока что эти детали на ткань. Итак, после того, как вырезали мы детали, видите, я поставила 2 надсечки, чтобы видно было, что это верх. Если вы хорошо ориентируетесь, вам это ни к чему. И, ой, камера мне мешает, я в итоге скалываю для того, чтобы прострочить, сейчас соединить 2 детали между собой. Швы я проложу вот здесь, и тут будет второй шов. И после того, как я сострочу, я сделаю отделочные строчки для того, чтобы развернуть швы, и во время стирки они не мешали, потом не возвращались назад. То есть, когда будет изделие собрано, уже форма будет закреплена, и строчки будут сдерживать. Итак, пойдемте на швейную машинку. Не забываем делать закрепки по краям. Моя машинка делает это автоматически. Теперь раскладываем шов для того, чтобы он держал форму. И прокладываем строчку. В моем случае как-то она очень выпукло получилась. Ну, посмотрим, как это будет в процессе. Такой прям Если бы ткань была более мягкая, не такая, как эта, было бы легче строчить. Но в моем случае я взяла такую ткань. Она немножечко содержит синтетику, поэтому не совсем хорошо выкладывается. Если вам тяжело сделать такой шов, то вы можете разутюжить, а потом на утюжке прогладить и потом прострочить. Ну, я делаю это сразу. Я считаю, что моего опыта достаточно. Но сейчас заглянем на лицо.
интересно. Вот такая у нас уже форма есть. Итак, продолжаем. Мы теперь уже вывернули, отутюжили. Утюжить очень аккуратно, если у вас тем более не натуральная ткань, чтобы не было помятости. Мы все-таки создаем маску, которую детки будут носить с удовольствием, так ведь? Теперь вот этот подгиб заворачиваем раз, чтобы у нас не было, и второй раз заворачиваем для того, чтобы попала. У меня достаточно толстая резинка, потому что другой нету, поэтому я, чтобы не было каких-то там сюрпризов, я изначально сейчас прострочу шов, закрою, чтобы не было, да, у меня никаких потом не рассыпалась она в дальнейшем. То есть я не обрезаю, но тем не менее я закрываю. Вот, видите, тоже у меня тут такой шовчик, вот не хочет, капризничает, он аккуратно в раскол выложится. Вот, все равно надо перепроверить, потому что, вот, видите, он такой, не хочет он, балуется. Ну, скажем так, не хочет, заставим. И тоже аккуратно, чтобы правильно лежало, потому что, видите, происходит напуск, и может казаться, что оно очень неудобное. Поэтому вот такая резинка я подкладываю сейчас для себя, я ее вколю, чтобы она в дальнейшем смогла двигаться внутри. Это я делаю только для себя, чтобы понимать, то есть если у вас нету никакой тоненькой резиночки, у вас будет широкая, то вот можете поступить таким же образом, как я, чтобы ограничить строчку, и она не помешала вам в дальнейшем. Это все дело подворачиваем один раз, видите, и второй раз, потому что у вас будет это закрываться. Итак, я отстрачиваю, пальчиками проверяю, так, чтобы у меня строчка была на самом краю и не мешала двигаться резинки. Аналогично делаю с другой. Видите, как хорошо я сделала, чтобы булавка. Так. Сейчас то же самое я сделаю с другой стороны. То же самое подкалываю. Тоже внимательно подкалывайте так, чтобы вам потом было удобно булавку достать. В идеале с лицевой стороны. Я вот в прошлый раз сделала не с лицевой, мне не очень понравилось. Раз. И два. Если хотите вообще идеального результата, то тогда, ну, видите, строчки рядышком, тогда можете вообще еще и строчить по лицу. Но в данном случае это маска, все-таки маска, да, и я оставлю вот это расстояние здесь. Итак, раз и два. Для чего я делаю подвижную резинку внутри? Для того, чтобы она смогла двигаться, и я спрячу шов за строчки сюда. Вот так. Сейчас померяю свою повязку и покажу готовый результат. Итак, я приступаю ко второй маске. Она у нас будет отличаться тем, что она будет открываться. Вот детали. А я ее немножечко увеличила по сравнению с предыдущей. И у нас получается еще по детали появилась. Это верхняя часть, это внутренняя. Видите, детальки будут теперь раскрываться, и мы сможем менять внутренний фильтр. В моем случае это Спанч Боб, по-моему, правильно называется, или Спан Боб, кто знает, как правильно, напишите. Пыталась найти, потеряла название. Вот. Сейчас я буду проделать то же самое. Сейчас проложу строчку, отделочные строчки, а здесь на двух деталях внутренние детали я буду делать то же самое. Итак, приступим. У меня тут много чего есть. Сложили детали лицевыми сторонами.
застрочили. Я рекомендую строчить все-таки по лицу, потому что, ну, отделочная строчка должна быть с лица. Обрезаем лишние нитки сразу, чтобы они не путались. Разворачиваем шов и строчим. Не знаю, как хорошо видно будет или нет. Настраивала так, чтобы было видно. Так, с одной стороны и теперь с другой. Не забываем ставить закрепки. Очень важно сделать здесь все аккуратно, потому что это лицевая сторона, и от нее будет зависеть, как делается форма. Теперь внутренние детали. Ширина размера строчки должна быть одинаковая с внешней, иначе детали будут разного размера. Продолжаем на следующей внутренней паре. Смотрим швы, проверяем себя, отстрачиваем. Эта отстрочка вы можете проутюжить и не отстрачивать, но если это отделочная строчка, вам поможет после стирки восстановить форму изделия. В данном случае это маска, и соответственно просто вы ее стирать будете часто, потому что маски нельзя носить больше 2 часов. Вот. А так как я тем более делаю ребенку, то варианты того, что я буду стирать часто и регулярно, однозначные. После того, как я отстрачиваем вот она сзади будет. И вторую деталь по такому же принципу. Убираем бумажки, чтобы они нам не мешали. Готово. Теперь соединяем эти детали с деталями основы. Скалываем их между собой. Ну и последняя деталь, которая нам осталась для этой маски, это внутренний фильтр. У нас есть верхняя деталь, и в принципе нам ее должно быть достаточно. Что будет меняться? Меняться будет у нас припуски, потому что мы их застрочили и не будет места для фильтра. То есть она просто будет становиться меньше. И еще она будет не разрезная, она должна быть целая. Чтобы не делать лишних, скажем так, телодвижений и не усложнять себе жизнь, я просто беру, складываю вдвое лист. Потом прикладываю эту деталь. Подразумевая, что у меня 1 сантиметр уже сложен, я пока все равно буду обводить, но сантиметр я выпущу. То есть вот у меня минус, не сантиметр, а 0,5. И что я теперь делаю? Я обвожу предыдущую деталь без учета припуска. Это, видите, у меня было 2,5 сантиметра, которые мы вот загнули, и у нас там обвожу дальше. То есть у нас там уже застрочено, нам этого места уже нету, туда фильтр не поместится. Я ввожу вот эти вот остальные вещи. Тут у нас подразумевается, что где-то конец. Поэтому что я делаю? Сантиметр
Но я делаю это от руки, потому что, ну, я приблизительно понимаю. И вот у наше место соединения. То есть, видите, вот здесь мы уже отрезать не будем. Такая же история происходит и сверху. Вот эти сантиметры, которые мы отрезали. В нашем случае даже больше, наверное, 1,2 можно взять. Но смотрите сами, как бы мне не страшно, если будет там что-то немножечко болтаться. Вот, поэтому я готова сделать чуть-чуть меньше фильтр. Если вы переживаете, сделайте только сантиметр, и в процессе носки вы поймете фильтр, насколько вам был маленький или нет. Я обрезаю по вновь появившимся вот этим припускам. И вот, в принципе, у нас появился этот фильтр. Когда я буду его вставлять внутрь, он соединится естественным образом вот так, и он будет просто в лице. Опять-таки, если сильно волнуетесь, можете просто настрочить такой на 0,1 строчечкой. Но фильтры, они по сути будут одноразовые. Если будете делать многоразовые, тогда используйте обычный фетр. Сейчас я попробую показать, как у меня получилось. Сейчас я вам не попробую, я вам сейчас покажу, что получилось у меня. Итак, я все-таки укоротила немножко саму выкройку, потому что не влазила здесь, ну, я застрочила очень много. Все зависит от того, как вы подвернете, да. Если вы очень много подвернули, значит вам не нужно будет столько обрезать. Для проверки того, как вам фильтр подходит или нет, выглядит как без тех, кто шьет. Просто проверьте, вот приложите центр. Видите, строчки здесь. Я застрочила для того, чтобы опять-таки показать варианты. Вот, видите, вот и вот у меня по 0,5 везде осталось. По высоте та же самая история. Здесь по 0,5, даже меньше 0,3. Итак, я всовываю. Да, на темном, конечно, не очень удобно, но мы решили вот таким образом сделать, что это будет темный. Дочка вообще хотела черный. Но первый у нас красный, второй темно-синий. Ну, я как мама, наверное, не готова пока что. Так, я вкладываю. Ребенок 11 лет, но не хочет уже, капризничает. То есть она уже не хочет обычные маски, как у всех. Вот, ткань у нас натуральная, к ней приклеилось все, что могло приклеиться от кошки. Вот, поэтому такой вот момент. Вот, и все. Готово. У нас здесь ничего не мнется, ничего не мешает. И в итоге вот у вас есть сменный фильтр. Вот. У меня был этот чехол для одежды. Что будет у вас, примите решение сами. Вот сейчас пошла на малышку свои ушки померяю. И уже отрежу резинку по необходимой длине. Вот такой вот у нас распиратор. Итого у нас их два. Итого у нас два распиратора. Один красный, другой синий. Вот верх, видите, какой у нас такой полу прямой. Этот побольше дочка попросила. Ну, я поняла, что моя дочка лыжную маску вполне бы как бы захотела. Ну, вот так. Будет еще одна, но я не знаю, войдет ли она в это видео. Я ее хочу сделать максимально простой, с такого вот цвета. И просто на замену такая, что в карман и пошли. Но я ее хочу проклеить дублерином. Вот, не делать никаких дополнительных, точнее флизелином. Не делать никаких дополнительных фильтров. И сделать по типу вот этой просто больше. Поэтому как бы я, наверное, пошив не буду выкладывать. Если получится сделать фото, я просто покажу, как это получилось. У меня просто получилось. Вот такие вот могут быть нарядные маски. Это с остатков ситца. Я все думала, зачем я храню. Но, как оказалось, причина странная оказалась. Не хотелось бы мне это применять в других случаях. Тоже так же, как вот сейчас. Я хотела бы по более приятному поводу. Вот мне вид сбоку. Вот они ушки. Вот, ну, в общем, так.
Всем пока, надеюсь, этот мастер-класс вам оказался полезным, потому что сейчас в Украине объявлен карантин, а дети, они не очень послушные и совершенно не хочется ждать сюрпризов дома, поэтому, ну, как есть. Все, всем пока.